Раствор готов, и поливаем аккуратненько под корень. Так, беру примерно 1/3. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания роз. Нахожусь я в Московской области, сейчас первая половина июня, и у меня начали цвести первые розы. Это роза флорибунда, сорта Лампион. Очень красивая декоративная роза, невысокая, примерно около 1,5 метра высотой. И посмотрите, какие она набирает. Там такие букетные, да, букетные такие веточки у нее с бутонами. Смотрите, тут более 10 штук, наверное, бутончиков завязывается. Вот уже цветет. Некоторые уже даже вот отцветают. Цвести она начала в моих условиях в начале июня. Очень ранняя розочка. Это уже даже можно удалить бутон. Ну ладно, пусть пока побудет. Вот тоже смотрите, какая красота. Классная роза. Единственный минус — нет запаха. Но это может быть и плюс для кого-то. Мне, конечно, нравятся розы, издающие аромат. Но вот если вам нравятся розы без аромата, может быть аллергия на запах роз, то вот этот сорт вам точно понравится и подойдет. Нежные такие пастельные розово-желтые оттенки. Хорошая такая махровость. Набитная такая прям розочка. Ну вот уже осыпаются у нее лепестки. Хорошая роза. Вот смотрите, в начале цветения. Показываю вам. Ну и сегодня покажу вам подкормку, благодаря которой мне удалось добиться раннего цветения. Ну, конечно, это в первую очередь зависит от сорта, но подкормка очень интересная. Она будет состоять из 2 компонентов, один из которых я уже добавил. Я растворил в 3-литровой баночке примерно половину столовой ложки натурального цветочного меда. Можно не обязательно цветочный, можно абсолютно любой мед. Главное, чтобы он был натуральный. Вот такая красота. И сейчас добавим второй компонент. Это будет минеральное удобрение, содержащее основной макроэлемент, который запускает и стимулирует процессы цветения. Мед, кстати, тоже. Почему вот мед, да, я добавил? Потому что это природный стимулятор роста, развития растений. В нем очень много полезных для растений веществ. Не только для человека мед полезен, но и для роз, для гортензий. Обладает слабокислой реакцией, поэтому для гортензий тоже хорошо. Немножко будет подкислять почву вокруг этих растений. Ну и розы очень любят такие подкормки. В меде содержится также и янтарная кислота, которая является стимулятором цветения. Очень благотворно влияет на все, абсолютно все практически цветущие, декоративные цветущие кустарники, розы, гортензии, спиреи. В общем, папионам можно также применять такую подкормку. Ну и давайте сейчас добавим еще один компонент и подкормим растения. Мед я заранее растворил. Вода обычная, комнатной температуры. И в эти 3 литра я добавлю половину столовой ложки, наверное, даже 1/3 часть столовой ложки вот такого удобрения, которое называется сульфат калия. Здесь большое содержание калия, и, как известно, калий — это тот макроэлемент, который в большей степени нужен цветущим растениям в период цветения. Хорошо действует на розы в период бутонообразования, цветение продляется, бутоны становятся более яркие, насыщенные, крупные, поэтому вот не забывайте, в период цветения можно использовать такую подкормку. Можно ее использовать также и без меда, но вот в сочетании с медом дает наибольший эффект. Это я уже проверял неоднократно. Попробуйте, и результат вас приятно удивит. Так, беру примерно 1/3. Вот так вот, 1/3 столовой ложечки сульфата калия. Сульфат калия хорошо растворяется в воде, буквально несколько минут помешивания. И
питательный раствор для цветущих роз будет готов. Раствор готов, и поливаем аккуратненько под корень. Можно предварительно порыхлить землю вокруг растения, чтобы быстрее и лучше впитался этот раствор. Ну и также желательно, конечно, предварительно полить чистой водой. Но вот у нас недавно был дождь, поэтому почва вокруг растения влажная. И вот помните такое правило, что прежде чем подкормить любые растения, любыми, особенно минеральными удобрениями, ну в том числе и органическими, желательно предварительно накануне хорошо растения полить обычной чистой водой. А на следующий день уже вносить подкормки. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.